Эта история произошла в самой глубине бескрайней тайги, там, где вековые ели смыкают свои кроны, а цивилизация кажется далеким сном. Федор, опытный охотник и хозяин этих мест, знал окрестности как свои 5 пальцев. За долгие годы жизни в лесу он добыл немало дичи, от мелкого пушного зверя до крупного рогатого. Но в охотничьей среде его уважали за честность. Он свято чтил неписанные законы тайги, никогда не бил зверя ради забавы, строго следил за сезонами размножения и люто ненавидел браконьерство. Охотником он стал не от хорошей жизни, хотя путь к этому был долгим. Федор вырос в городе, получил образование в ветеринарном техникуме и долгое время работал на ферме, леча скот. Но когда привычный уклад жизни рухнул, и он потерял работу, семью нужно было кормить. Город не давал шансов, и Федор решил вернуться к истокам. С детства дед, потомственный промысловик, учил его обращаться с ружьем и читать следы. Поначалу для мальчика это было увлекательным приключением, игрой, но в трудные времена старые навыки превратились в единственный способ выживания. Однако жизнь на 2 дома дала трещину. Жена, уставшая от постоянных отлучек мужа и тревоги, не выдержала. Она ушла, забрав с собой сына Егора. Федор поступил по-мужски. Оставил квартиру бывшей супруге и сыну, а сам окончательно перебрался туда, где его душа находила покой. В старый дедовский сруб посреди тайги. Лес манил его, зов предков оказался сильнее городской суеты. Время шло, страсти улеглись. Когда Егор подрос, мать, понимая, что сыну нужно мужское воспитание, разрешила Федору брать мальчика к себе. Егор стал проводить каждое лето у отца в охотничьем домике. Федора грела мысль, что сын разделяет его страсть к природе, что они могут проводить время вместе, сидя у костра или проверяя тропы. Их жизнь текла своим чередом, размеренно и спокойно. Однажды зимой, когда Федор был на заимке один, ему нужно было отправиться в соседнюю деревню за припасами. Он выбрал привычный короткий путь через замерзшую реку. Зима стояла крепкая, и лед казался надежным, как камень. Федор шел уверенно, но привычка быть начеку не оставляла его ни на секунду. Вдруг его взгляд зацепился за темное пятно вдалеке. Что-то лежало на льду и едва заметно дрожало. Охотник свернул с тропы, чтобы проверить, не нужна ли кому-то помощь. Подойдя ближе, он замер от удивления. В полынье, чудом удерживаясь на плаву, боролся за жизнь волк. Хищник почти полностью ушел под ледяную воду, над поверхностью виднелась только голова. Его передние лапы безнадежно цеплялись за кромку льда, когти скользили. Глаза зверя были закрыты. Казалось, силы покинули его, и он смирился со своей участью, пока ледяная каша вокруг медленно сковывала его тело. Сердце Федора сжалось. Он видел перед собой не врага, а живую душу в беде. Достав охотничий нож, он принялся аккуратно скалывать ледяную корку вокруг тела волка. Освободив зверя из плена, Федор, кряхтя от натуги, вытащил его на твердую поверхность. Волк лежал неподвижно, как мертвый. Но опыт ветеринара
подсказал Федору, что надежда еще есть. Он достал фонарик, приподнял веко зверя и направил луч света в глаз. Зрачок мгновенно сузился. «Живой!» — пронеслось в голове. Федор связал лапы волка, чтобы тот в агонии не поранил его, и взвалил тяжелую тушу себе на плечи. Зверь весил килограммов 60-70. Обратный путь превратился в испытание. Ноги вязли в снегу, спина ныла, но Федор упрямо шел вперед. Он не мог бросить животное. Дравшись с усталостью, он добрался до своего жилища. В доме он уложил волка возле теплой печи, укрыл старым одеялом, а сам поспешно переоделся в сухое, чтобы не заболеть, пока возился у полыньи, промок до нитки. Затем началось долгое выхаживание. Федор знал, нужно восстановить кровообращение, но делать это осторожно. Он наливал горячую воду в банки, обкладывал ими лапы зверя, растирал его, менял остывающую воду. Через некоторое время бока волка начали вздыматься ритмичнее. Федор, смертельно уставший, присел рядом. Глаза слипались, но он боролся со сном, тревожно думая, что будет, когда хищник очнется. Но усталость взяла свое, и он задремал. Проснулся он от грохота. Открыв глаза, Федор увидел, что стул опрокинут, а волк, очнувшись, пытается встать. Зверь оскалился и издал низкий рык, но подняться смог только на передние лапы. Задние волочились беспомощно. Федор сразу понял. Сильное обморожение лапы парализовало. Так начались будни спасения. Федор ухаживал за волком, как за ребенком. Поил с ложки, кормил мясом, часами делал массаж задних лап, разминая каждый мускул. Со временем лед недоверия растаял. Волк понял, что человек не желает ему зла, и начал принимать помощь с благодарностью. Когда зверь окреп, Федор переселил его в утепленный сарай. Так было спокойнее и ему, и волку. Массаж и уход делали свое дело. Хищник начал вставать на все 4 лапы и понемногу передвигаться, пусть и шатаясь. Наступило лето. На каникулы приехал Егор. Узнав историю спасения, он привез из города специальные витамины для волка. Лечение пошло быстрее. Удивительно, но дикий зверь, чувствуя родную кровь, сразу позволил мальчику подойти к себе. Егор перенял эстафету у отца. Он делал массаж, кормил волка и разговаривал с ним. К концу лета волк полностью восстановился. Он активно бегал, играл с Егором, жил во дворе и ночевал на крыльце, словно верный пес. Но природа брала свое. В конце августа, почувствовав осенний холодок, волк перемахнул через высокий забор и скрылся в лесу. «Что поделаешь?» — философски заметил Федор, обнимая расстроенного сына. «Волк останется волком. Он любит свободу». Прошло полгода. На зимние каникулы Егор, которому исполнилось уже 15 лет, снова приехал к отцу. Он считал себя совсем взрослым. Они отлично проводили время, охотились на мелкую дичь, гуляли по заснеженному лесу. В один из солнечных дней Федор отправил сына в деревню за продуктами. Перед выходом отец строго наказал: «Иди только через старый мост. Знаю, это крюк, но на реку не суйся. Были сильные оттепели, лед сейчас коварный, ненадежный». Егор кивнул, но, выйдя к реке, засомневался. Идти в обход не хотелось, а напрямик до деревни было рукой подать. Юношеская самонадеянность взяла верх. «Ничего страшного не случится. Я легкий. Проскочу», — решил он и ступил на лед. Поначалу все шло хорошо,
но на середине реки лед под ногами предательски прогнулся. Раздался зловещий треск, похожий на выстрел. Егор не успел отскочить, тонкая корка лопнула, и он с головой ушел в ледяную воду. Шумный поток подхватил его. Тяжелая зимняя одежда мгновенно намокла, потянув камнем на дно. Холод обжег тело, дыхание перехватило. Егор барахтался в темной воде, пытаясь зацепиться за скользкий край полыньи, но лед крошился под пальцами. Силы стремительно покидали его, конечности сковало судорогой. Ужас неизбежного конца охватил сознание. И вдруг, в тот самый момент, когда надежда почти угасла, Егор увидел на берегу знакомую серую тень. Волк, тот самый, которого они спасли. Зверь, не раздумывая ни секунды, бросился на помощь. Он осторожно, ползком добрался до края полыньи. Встретившись взглядом с мальчиком, волк сверкнул глазами, в которых читалась решимость. Хищник лязгнул зубами, крепко ухватил Егора за воротник куртки и мощным рывком потянул на себя. Лапы волка скользили, но он упирался изо всех сил, вытягивая человека из смертельной ловушки. Оказавшись на твердом льду, Егор понял — лежать нельзя. Мороз мгновенно убьет его. Нужно бежать. Подгоняемый адреналином и страхом он вскочил и, шатаясь, бросился к дому. Волк бежал рядом. Он не отставал ни на шаг, подталкивал мальчика, словно незримый страж, провожая его до самого порога. Влетев в дом, мокрый и дрожащий Егор упал на пол. Федор, увидев сына в таком состоянии, сразу все понял. Он выглянул в окно и увидел у кромки леса силуэт волка. Зверь стоял неподвижно, глядя на окна дома. В этом взгляде была какая-то высшая мудрость. Отец и сын смотрели на своего спасителя, испытывая смешанное чувство потрясения и безмерной благодарности. Словно убедившись, что с его подопечным теперь все будет хорошо, волк развернулся и в несколько прыжков растворился в глубине тайги, оставив людям память об этом чудесном спасении на всю оставшуюся жизнь.